Сегодня у нас на обзоре будет один из моих любимейших гаджетов, которым я пользуюсь вот уже больше 2 лет, и недавно случился повод его обновить, и теперь я хочу вам о нем рассказать. Это у нас зубная щетка электрическая от Xiaomi Zucas X3. Возможно, вы уже слышали об этой щетке, потому что она достаточно давно присутствует на рынке, но тем не менее она до сих пор не теряет своей актуальности, и вот недавно мне приехал буквально новенькая модель, также у меня есть старая, которой уже больше 2 лет, и вот появился повод о ней рассказать, показать, чем она обновилась за эти 2 года, есть небольшие изменения. Но также, в принципе, хочу рассказать для тех людей, кто о ней не знал, в чем крутость этой щетки, почему я вот прям настоятельно рекомендую приобрести ее, ну, чуть ли не каждому. Коротко по поводу комплектации, это, конечно же, у нас коробка, но коробка необычная, она максимально классная и очень хорошо подходит под подарочный формат, все запаковано хорошо, сделано красиво, и если вы кому-то дарите ее в подарок, то можно даже не запечатывать ее в подарочную упаковку, а прям так отдавать, и человеку будет очень приятно ее распаковывать. Конечно же, это основа зубной щетки, а также одна насадка, они продаются отдельно, но об этом поговорим чуть-чуть попозже. И последние два элемента, это, конечно же, зарядный блок, а также руководство пользователя. Как я говорил, я пользуюсь этой щеткой уже больше 2 лет, и хочется подметить небольшие изменения, которые у нас произошли вот за эти 2 года, чем отличается щетка 2019 года от щетки 2017 года. Самое приятное нововведение это то, что теперь зарядный блок можно подсоединить к любому адаптеру питания через USB Type-A. Раньше это была вилка китайского формата, и, во-первых, она намного тяжелее, чем новая, а во-вторых, доставляет максимум неудобств тем, что нужно искать переходники каждый раз, особенно если их мало по дому, а китайских устройств много. В общем, это было неудобно, теперь удобно. Также небольшое, но достаточно позитивное изменение. Теперь в руководстве пользователя появился русский язык. 2 года назад его не было, и приходилось искать всякие переводы на фанатских страницах Xiaomi. А также одно небольшое функциональное изменение. Теперь насадка на щетке сидит так вот более плотно, ее прям вытаскивать нужно с небольшим усилием. На старой версии щетки это делается намного легче. Ну, конечно, она у меня немного уже так износилась за 2 года, но тем не менее сравните, да? Вот, вытаскиваю легко. И здесь вот старая щетка. Достаточно сложно, она же насаживается так плотнее. Но, в общем, наверное, это плюс, нежели чем минус. Окей, по поводу отличий закончили, переходим к дизайну. Как видите, есть две версии щетки. Черная и белая, они ничем не отличаются, просто разный цвет. По поводу самой щетки, она выглядит максимально красиво и минималистично, если так можно сказать. Минимум надписи на самом устройстве, только иконки о режимах, а также сама кнопка с небольшим таким градиентом, очень красиво переливается на свету, которая позволяет нам включать щетку, а также сменять режимы соответственно. Что по поводу физических характеристик, то щетка достаточно большая, ее длина составляет 25 сантиметров, и если на видео кажется, что ну, вроде как просто немножко большая, то в жизни она достаточно, такая массивная, особенно после того, как вы пользуетесь много лет обычной щеткой и потом берете в руки такую, согласитесь, разница есть. Но на самом деле к ее размерам очень быстро привыкаешь, и потом просто вот так вот полностью обхватываешь ее ладонью и чистишь зубы. В общем, никакого дискомфорта ее размеры не доставляют. Что по поводу самой щетки, если мы возьмем классическую Colgate, которая, наверное, продается в любом магазине дома, и, пожалуй, ей пользовался любой зритель, который сейчас смотрит это видео, то если сравнить сами размеры щеток, то посмотрите, насколько Zucas меньше. Она меньше где-то в 2,5 раза, и на самом деле это огромнейший плюс, дальше объясню почему. Всего у Zucas X3 есть 4 режима. Первый это ежедневный, потом чувствительный, третий уход за деснами, а также для отбеливания. По поводу первых 3 режимов, то они по сути отличаются только мощностью. Давайте послушаем ежедневный, чувствительный и уход за деснами. Вот, чувствуете, да, то, что она была мощная, потом чуть послабее и максимально слабая. На самом деле, когда щетка к вам только приедет и вы попробуете воспользоваться первым ежедневным режимом, вы не сможете это сделать, потому что вам будет просто очень щекотно. Зубы к такому не привыкли, что, я помню те эмоции, 5 секунд выдержать было вообще сложно. Поэтому даже сам производитель рекомендует использовать третий режим, то есть уход за деснами. Потихонечку привыкаете, где-то вот недельку пользуетесь третьим режимом, потом можно немножко попользоваться вторым, и потом уже переходите к первому ежедневному режиму, и вот тогда будет прям совсем классно. Четвертый режим отбеливающий, как вы понимаете, он для тех, у кого есть пятна на зубах, возможно, кто раньше курил, либо очень часто пьет кофе и, в общем, хочет избавиться от этого налета и пятен. Давайте послушаем, как он у нас звучит. Первый режим, второй, третий, и вот сейчас будет отбеливающий. Да-да-да, чувствуете вот эти вибрации? Да, все потому, что она издает до 37 тысяч вибраций в минуту. Как работает четвертый режим? У нас есть зуб, есть на нем эмаль, а вот сверху уже присосался как грязь, пятна, налет. Соответственно, четвертый режим вот этими вот микро-микро вибрациями, он ее отшкуривает, эту всякую грязь, налет, как старую штукатурку. Знаете, да, когда вот у нас есть стена, на ней есть какая-то вот старая штукатурка, вот так вот можно постучать, и она сама отвалится. Здесь такой же принцип.
Что по поводу эффективности чистки зубов? Могу сравнить так. Если вы пользуетесь такой щеткой, классической самой, а потом пересаживаетесь на Zucas X3, например, это просто колоссальнейшая разница. Считайте, что вы пользуетесь обычным кнопочным телефоном, который ничего не умеет, а потом пересаживаетесь на полноценный смартфон, где есть куча приложений, он может фотографировать круто. В общем, вот чтобы вы понимали разницу. Дно и вот самый топ. Если мы чистим зубы классической щеткой, то, во-первых, мы неравномерно по времени чистим зубы, да, то есть с одной стороны можем почистить 40 секунд, а с другой, допустим, минуту, либо еще меньше. В общем, там зависит еще, мне кажется, по настроению. К тому же мы придаем разное давление при чистке зубов, то есть где-то лучше, где-то хуже. Здесь, во-первых, это ровно 2 минуты, то есть по полминуты с каждой четвертинки. То есть здесь полминуты, здесь полминуты, здесь полминуты и здесь полминуты. То есть мы чистим, потом щетка такая прерывается буквально на секундочку и начинает чистить дальше, чтобы вы понимали, что вам нужно переместиться, допустим, с этой зоны на эту. Это первый плюс. Второй момент, как я уже упоминал, если здесь вы чистите зубы неравномерно по мощности, то есть где-то слабже, где-то более сильно, можно легко вообще травмировать десны, то здесь это у нас все время одинаковая мощность, то есть либо она сильная, либо она слабая, и, соответственно, вы не прилагаете каких-то дополнительных усилий, а все время чистите зубы равномерно, просто введя щеткой, она сделает всю работу сама. И третий плюс, о котором я немного говорил в начале, смотрите, она у нас просто огромная, да, конечно, есть классические зубные щетки, которые могут быть поменьше, тем не менее, она очень компактна, и, соответственно, когда мы чистим зубы, лично у меня, я не могу почистить за зубами, потому что она просто мне наносит вред, она царапает, это очень некомфортно чистить за зубами, соответственно, там ты просто зубы, можно сказать, не чистишь. С этой щеткой, наконец-то, я могу чистить зубы как с внешней стороны, так и с внутренней, и это будет максимально комфортно. Возможно, первое время будет немножко некомфортно, но потом к этому привыкнете, и отвечаю, у меня сзади зубов весь налет ушел, все стало чистенько, теперь как и спереди, так и сзади все хорошо, и вот этой щетке я очень благодарен именно за это. В общем, вы поняли эти плюсы. Во-первых, одинаково по времени, по полминуты с каждой стороны, потом одинаковая мощность везде, то есть чистятся зубы везде эффективно, а также ты можешь чистить ею везде, во всей полости рта, и спереди, и сзади, и где угодно. Единственный минус, пожалуй, нельзя чистить язык, и поэтому приходится пользоваться такой классической щеткой, тут ее не заменить. Небольшой тонкий момент, на многих сайтах пишется, что это ультразвуковая щетка, в руководстве пользователя наоборот сказано, что это просто звуковая щетка. Но вопрос возникает в том, если у меня стоят пломбы, не отвалятся ли они, если я буду чистить вот этой вот щеткой, она же там типа ультразвуковая, там везде проникает, что-то чистит. Нет, все нормально, пломбы не отвалятся, как раз таки 2 года назад, когда я начал пользоваться этой щеткой, я только обновил пломбы, было немного стремновато, но я как бы почитал на сайтах, ну, думаю, ладно, на свой страх и риск, начал чистить зубы, и за 2 года, как вы понимаете, ничего не отвалилось, так что если у вас есть пломбы, то пользоваться ею можно. По поводу самого приложения, автономности и обслуживания щетки. По поводу приложения достаточно коротко, оно максимально стрёмное и на самом деле оно вам не нужно. Ее можно подсоединить к отдельному приложению Sucas, но можно также и к Mi Home, и по сути вы там ничего не узнаете, кроме того, что там у нее осталось, допустим, 60% зарядки. Все, вы чистите зубы каждый день, вам это просто нафиг не нужно. Окей, первый день поигрались там, как гик, возможно, там, о, у меня есть щетка, и она может управляться с приложения, там могу узнать, сколько у нее зарядки. Но потом проходит месяц, ты об этом забываешь, и тебе это нафиг не нужно, поэтому я даже не рекомендую вам устанавливать приложение, просто пользуйтесь ей как щеткой, переключайте режимы, все, для этого не нужно приложение. По поводу автономности. Сама щетка заряжается на док-станции, ее нужно просто сюда вставить, и все, она будет заряжаться. Никаких USB-портов, никуда ничего вставлять не нужно. Если вы не будете ее заряжать каждый день, ну либо хотя бы раз в недельку, а держит она зарядку достаточно долго, то есть как минимум в месяц по началу, если вы пользуетесь ей уже очень давно, как допустим вот это у нас черная щетка, она будет держать зарядку где-то 2,5-3 недели. Поначалу держит очень долго, то есть недель 5-6 где-то так. И в чем прикол? Если вы будете ее заряжать таким образом раз в месяц, то как только у вас будет падать зарядка до определенного уровня, мощность также будет снижаться. Давайте сравним. Щетки, которые уже 2 года, и на самом деле она не заряжалась уже недели 2. Слушайте, да? Да? А теперь новая щетка. Ну, где-то она сейчас в 1,5 раза мощнее. И когда ты ее заряжаешь, старую щетку, и первые 2-3 дня она работает так же мощно, как и новая, но потом мощность снижается. И поэтому, как я уже сказал, если есть возможность, то заряжайте ее хотя бы раз в 3 дня. Но это опять же в том случае, если вы хотите поддерживать максимальную мощность всегда. Проходит неделька-две, зарядка падает, и она становится слабее. Ну, в общем, вы поняли. Что касается ухода за щеткой. На самом деле, она к себе не очень требовательна. Единственный момент, нужно хотя бы раз в недельку протирать вот это место,
место, здесь скапливается всякая влага, грязь, и я даже не знаю, как она туда скапливается, но, в общем, факт есть факт. Открываете ее, берете ватный диск и хорошенько протираете, и можно ее так вот под водой подержать. Щетка у нас, кстати, защищена от влаги в пыли по стандарту IPX7. Ну, конечно, я рекомендую ее прям держать под водой, но немножко намочить ее можно. По поводу самой насадки. Если вы не хотите менять ее слишком часто, потому что она износилась, а внешний вид она будет терять, там будет забиваться зубная паста, и, в общем, вам будет казаться, что все, она очень старая. Но ей можно продлить жизнь. Берете насадку, наливаете в кипяточек, все нормально, я проверял, все работает, ничего, она там, пластик не погнется, все хорошо. Ставите ее в кипяток, добавляйте лимонный сок, либо добавляйте кипяток, лимонный сок, ставите туда где-то на минуту-две. Микробы у нас там убьются, потом достаете ее, берете зубную палочку и начинаете там вот протирать, убирать вот эту всю старые остатки от зубной пасты, и тем самым вы можете продлить насадки жизнь вплоть до года-полтора, хотя, естественно, рекомендуется покупать новые, они продаются у нас отдельно, но стоят они на самом деле не очень дешево, и поэтому, если вы хотите сэкономить, то можно ее вот так вот за ней заботиться, кипяточек, лимонный сок и протирайте. Если вы не хотите париться, покупайте новую, все просто. В общем, какой можно подвести итог? Если вы хотите уйти от этой старой и неэффективной классической зубной щетки и выбираете себе новую электрическую и думаете между там Oral-B, там либо Colgate, известные бренды, либо все-таки взять Xiaomi, Sucos, могу рекомендовать Xiaomi. Во-первых, она максимально красивая. Другие щетки, что я смотрел, ну там такой типа супер футуристичный дизайн, на самом деле фигня полная. Вот, минималистично, красиво, удобно. Работает максимально понятно и круто. Есть 3 режима по мощности, есть режим для отбеливания. Эксплуатируется очень удобно, живет долго. Вот, щетки уже 2 года, с ней все абсолютно в порядке. Зарядку держит долго, то есть ее можно зарядить один раз, уехать куда-нибудь в путешествие. Либо, как я сказал, хотите держать ее на постоянной мощности, заряжаете ее хотя бы раз в пару дней. В общем, рекомендую. И как обычно в описании будет ссылка на Яндекс.Маркет, где будут собраны лучшие предложения от всех интернет-магазинов в вашей области, где можно купить Zucos X3 по лучшей цене. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, что я вам помог выбрать новую электрическую зубную щетку, либо вообще открыл для вас такую вещь, как электрическая зубная щетка, и вы подумаете теперь ее себе приобрести. В общем, вещь на самом деле очень классная. Все, всем удачи, всем пока.